Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серии видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами поговорим, как нарисовать хорошие контуры и что такое экстремум. Экстремум — это самый крайний узел или самая крайняя точка на кривой, которую мы с вами нарисовали, которая, скажем так, у которой заканчивается фигура. Если, например, вот здесь мы посмотрим на овал, то мы увидим, что вот эта точка, она является одновременно и просто узлом, и в то же время самым крайним узлом, самой крайней точкой этой фигуры. Что я имею в виду? Я сейчас продублирую этот контур, Ctrl-C, Ctrl-V, и вот так его сдвину. Если я, например, сделаю вот так, то это режим фонта аудит, который сейчас как раз мы с вами разберем, и вот эта вот оранжевая линия кривизны. Это мы тоже с вами обсудим потом. Сейчас это не важно. Важно то, что я включил фонт аудит, и он мне сразу подсказывает, что вот эта точка теперь самая крайняя. То есть если вот здесь вот это была крайняя, то теперь этот узел, он не самый крайний. И, соответственно, он мне предлагает создать экстремум, то есть самую крайнюю точку новую. Я могу нажать Fix, и все, теперь у меня здесь ошибки нет. Но здесь она у меня тоже есть. Здесь у меня перегиб усов, они уже не совсем корректно работают, поэтому я жму Fix. И вот теперь он более-менее сгладил нашу кривую. В общем, теперь вот это экстремум, эти по-прежнему остаются экстремумами. Это важно. Почему это важно? Потому что, когда мы говорим о фигуре в каком-нибудь иллюстраторе или еще где-нибудь, там узлы и в целом вот эти вот все элементы могут находиться где угодно и как угодно. Мы в итоге все равно получаем фигуру. Видим ее прекрасно, она отрисовывается, все окей. Но это просто фигура, просто объект, логотип или еще что-то. Мы его можем масштабировать как угодно и так далее. Но когда мы говорим о шрифте, важно, чтобы все символы по одной линии были одинаковой примерно высоты визуально. И вот когда мы говорим про старые мониторы, про какие-нибудь старые или маленькие дисплеи, там уже ограниченное количество пикселей, которые могут отобразить нашу букву О, например, в данном случае. И вот тут наличие вот этого экстремума очень важно. Почему? Потому что когда контур отрисовывается на маленьком количестве дисплея, на маленьком количестве пикселей, у нас происходит что? Программа сама понимает, куда она должна сместить тот или иной точку или узел, чтобы этот текст был читаемым даже на самом маленьком разрешении. И вот если такого экстремума не будет, то вот это вот положение этого рисунка может быть хаотичным. Оно как угодно будет происходить, как угодно будет отображаться, то есть можно будет смотреть на ряд букв, и там буква одна выше, другая ниже, одна выше, другая ниже, то есть нету такого единого поля, в которое читается очень легко и улучшает понимание текста. Вот чтобы эту проблему решить, используется хинтинг. Хинтинг — это такая сложная подпрограмма, подсказка программам отображения шрифта, как правильно показать ту или иную букву. Это длительная такая работа над этим шрифтом, это очень много всяких ресурсов нужно временных потратить, чтобы это сделать. Мы это с вами тоже частично разберем в будущем, но так или иначе, это обязательно в хорошем качественном шрифте всегда на каждом объекте есть 4 экстремума с каждой из сторон объекта, потому что мы по большому счету можем нарисовать букву О, используя всего лишь 4 точки. Если здесь у нас их 8, то здесь их 4 узла. Я вот это вот удаляю. И что я могу сделать? Допустим, я сделаю вот так, с зажатым альтом я двигаю этот уз, и этот уз у меня автоматически имеет такой же размер. То есть если мы посмотрим, здесь 617, здесь 474. Я могу его вот так вот вручную подвигать, я могу зажать альт, нажать вниз, и он у меня автоматически подтянулся. И вот так тоже делаю. Вот так тоже делаю. Нажимаю пробел, и что я вижу? Что вот эта буква, в принципе, по большому счету такая же буква О, как и эта. Но здесь использовано правильное количество узлов, а здесь неправильное количество. То есть, если бы это был логотип, если бы это была разовая надпись какая-то, даже не надпись, а просто картинка, которую потом напечатают на визитке или там покажут вверху сайта или еще где-нибудь, то в целом нормально, можно так делать. Но когда мы говорим про шрифт, который печатается в дисплеях с маленьким разрешением, это очень важно. Здесь сразу ошибка, сразу FontLab предлагает мне ее исправить, я жму Fix, могу Fix All, то есть
на всех, и он автоматически это исправит, теперь все окей. То есть мы с вами договариваемся, что в будущем рисуем на каждом контуре всегда, чтобы были крайние значения. Неважно, это квадратный узел, который вот в таких прямых контурах без усов, либо вот такой круглый, вот всегда должен быть экстремум. Это первое. А второе, мы всегда с вами договариваемся, что вот эти узлы, точнее не узлы, а хендлы, они всегда у нас с вами должны быть либо вертикальные, горизонтальные, либо вертикальные. То есть вот такого быть не должно. Допустим. Или, допустим, если я зажму Alt-Shift, я смогу двигать вот этот узел вдоль оси. Я могу сделать вот так, нажму пробел, в целом овал сохранился. Но это неправильно. У нас всегда должен быть экстремум. И тут же мне FabLab говорит, что этот узел, он лишний. Желательно его убрать. Поэтому я его убираю. Поэтому приучаем себя, что в большинстве случаев у нас всегда узлы есть по всем сторонам объекта. Это раз. Во-вторых, все хендлы в идеале в большинстве случаев должны быть всегда вертикальные либо горизонтальные. Это не всегда происходит. Будет много случаев, когда они будут немножко под углом, если мы работаем с контуром. Но вот в таких случаях он должен быть идеально вертикальный и идеально горизонтальный. Вот, просто воспринимайте это как правило, поэтому как бы от него, скажем так, отходить я бы не стал. Поэтому оставляем все вот в таком виде, а вот этот мы с вами вариант удаляем. Все, буква О у нас готова, особо с ней больше делать ничего не нужно, но мы сейчас перейдем чуть дальше и доработаем ее. Когда мы говорим про экстремум, мы знаем, что у нас на каждом контуре в самой крайней его точке всегда должен находиться узел. Иначе при рендере на разных размерах, при хинтинге, при отображении в разном кегле и так далее, контур может себя вести не совсем предсказуемо и не очень красиво. Поэтому мы знаем основное правило, мы всегда на каждой крайней точке в 4 местах нашего глифа, сверху, снизу, справа, слева и так далее, мы ставим крайний узел, и даже сам FontLab нам всегда подсказывает, что нам необходимо здесь добавить узел, потому что при рендеринге здесь может быть какая-то проблема. Но иногда на самом деле можно обойтись и без него, потому что бывают такие моменты, как, например, в шрифтах с засечками, в каком-нибудь тонком начертании или в каком-нибудь там маленьком элементе нашего контура, нашей буквы, где мы физически не можем поставить узел, потому что это очень сильно деформирует наш рисунок. Это при условии, что мы с вами работаем в целочисленных координатах, где каждый юнит, он привязан к конкретному значению на сетке. Если мы говорим про дробные значения, из-за того, что каждый юнит может стать в сотнях разных вариантов, так сказать, координат между пиксельной сеткой, там этой проблемы нет. Но конкретно здесь, когда целочисленные координаты и все узлы, все хендлы привязаны к конкретному положению, мы не можем добиться такой точности, потому что сильно очень деформируется контур. Например, если мы посмотрим сюда, мы увидим, что здесь у нас контур требует экстремум. Даже вот у нас есть подсказочка, мы ни в коем случае не нажимаем Ignore и не жмем Fix, потому что все может у нас испортиться. Но если, допустим, нам все-таки нужно экспортировать этот контур, мы можем его и на самом деле и не делать, потому что вот такие моменты, они на самом деле при мелком размере, при хинтинге и так далее особо даже заметны не будут. Поэтому на такие ошибки можно иногда закрывать глаза. Но если мы ее добавим сюда, узел, добавим сюда точку, здесь, конечно же, контур у нас может поехать. Я вот здесь добавлю сейчас автоматический экстремум, жму, во-первых, вот так выглядит наш контур, можно сейчас его даже продублировать. Я его скопировал, теперь можно его, один из них испортить, скажем так, добавляю сюда экстремум, и что я вижу? У меня вот здесь, кстати, по какой-то причине у меня он все равно отрабатывает. Так, если я нажму Ctrl+3, ага, вот все, я обновил превью, я просто сбросил значение. Вот здесь мы видим серый залитый контур. Можно сделать его чуть темнее, чтобы в целом он был заметнее. Жму Apply, вот у меня потемнее стал. Это такой предпросмотр нашего контура. Я нажимаю пробел, я его в принципе вижу в реальном времени. Но если я здесь добавлю сейчас экстремум и нажму пробел, я здесь вижу в принципе тот же самый контур. Почему? Потому что, как бы своего рода не произошло обновление нашего вот этого превью, и мы здесь видим, что он вот так вот продолжается. Но если я сейчас нажму элемент
Expand Transformation, у меня обнулится и обновится вот это превью. И, в общем, что мы имеем? При одном и том же контуре, при наличии точки на экстремуме и ее отсутствии, рисунок у нас с вами получается разный. Вроде бы мелочь, но мне, как перфекционисту, это немножко, мешает. Я это вижу, меня это напрягает, эта ошибка тоже не очень мне нравится. Потом при интерполяции вариативной это будет тоже очень плохо смотреться. В общем, в таких случаях можно экстремум не использовать, потому что вот если так увеличить, понятное дело, никто не будет смотреть на ваш шрифт в таком большом размере, разве что какой-нибудь дизайнер логотип будет это использовать, и он это увидит. Но здесь видно, насколько все плохо получилось. Здесь плавный переход, а здесь его нет. Поэтому вот в таких конкретных местах, например, в местах засечек какой-нибудь буквы А внутренней, конечно, нет смысла здесь ставить экстремум, потому что он все портит. В общем, в таких случаях мы игнорируем. Но и обязательно, ни в коем случае мы здесь не жмем Ignore, потому что если я нажму Ignore, я больше никогда не увижу ошибку о том, что мне нужно поставить экстремум, особенно в тех местах, где он действительно должен быть без исключений. Например, вот здесь, сейчас я его удалю, узел вот этот. Здесь экстремум однозначно должен быть. Это прямо даже не обсуждается. Но я не вижу этой ошибки, потому что я ее один раз заигнорировал и отключил. Теперь мне нужно включить, чтобы в будущем не было такой проблемы. Захожу в настройки, вкладка Font Audit, и вот здесь находим пункт Extremum и жму Apply, и теперь я снова вижу эту ошибку и исправляю ее. Ну и если вдруг вы не видите этих ошибок, возможно, у вас Font Audit в принципе выключен, и вот эту вот штуку вам нужно включить обязательно. И если у вас нету вот такого раздела, наверное, у вас дисплей не очень большого размера, поэтому она скрылась. Поэтому мы заходим в View и ищем пункт Font Audit. Во вкладке Контур мы можем найти пункт Font Audit, где мы его можем включить либо отключить. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовый фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовый фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.